Впечатляющее открытие, сделанное Говардом Картером в 1922 году, почти нетронутая гробница мальчика-фараона Тутанхамона в долине царей, вызвало всемирный интерес к Древнему Египту, который сохраняется и по сей день. Сказочная золотая маска Тутанхамона стала одним из самых узнаваемых символов египетской цивилизации. Однако эти ослепительные сокровища отодвинули в тень самого человека, скрытого за золотой маской. Реальная жизнь юного царя была короткой и полной загадок. Его происхождение остается неясным, как и точная дата его восшествия на престол. До недавнего времени совершенно неизвестной была и причина смерти Тутанхамона – несчастный случай на охоте, болезнь или, возможно, убийство. Тутанхамон остается загадкой, несмотря на открытие археолога Говарда Картера. Гробница была наполнена богатствами, всего более 5000 предметов, а мумия фараона покоилась в 3 вложенных друг в друга золотых гробах. Но внутри усыпальницы практически не обнаружилось письменных источников, что крайне затрудняет восстановление точной биографии Тутанхамона. Считается, что его родителями были фараон-реформатор Эхнатон, правивший Египтом с 1353 по 1336 год до нашей эры, и его вторая жена, таинственная Кия. Эхнатон предпринял беспрецедентный шаг, заменив традиционный пантеон египетских богов культом единого солнечного божества – Атона. Таким образом, имя Тутанхамона при рождении было Тутанхатон, живое подобие Атона, и было изменено на Тутанхамон, живое подобие Амона, через несколько лет после начала правления, когда в Египте было восстановлено многобожие. Похоже, Тутанхамон взошел на трон в возрасте 8-9 лет, около 1332 года до нашей эры, и правил около 90 лет. Поскольку новый фараон был слишком молод и не имел живых взрослых родственников, реальная власть и ответственность за его воспитание легли на 2 сановников – визиря Эя и главнокомандующего армией Хоремхеба. Вскоре после восшествия на престол Тутанхамон женился на своей сводной сестре Анхесенамон, дочери Эхнатона и Нефертити. Сохранилось крайне мало информации о правлении Тутанхамона. Он правил сначала из столицы Эхнатона, города Ахитотона, современная Марна, а затем перебрался в Мемфис. Вероятно, именно Эя и Хоремхеб убедили молодого фараона отказаться от религии Атона и вернуться к старым богам. Сохранившиеся стелы в Карнакском храме в Фивах описывают шаги, предпринятые Тутанхамоном для восстановления традиционных культов, включая основание нового жречества и масштабные программы по восстановлению древних храмов. У фараона и его жены было 2 детей, обе мертворожденные девочки, чьи мумии были обнаружены в его гробнице. Известно, что в возрасте около 19 лет жизнь Тутанхамона трагически оборвалась. Многие историки считают подозрительным, что фараон умер как раз в тот момент, когда должен был начать править самостоятельно, без опеки регентов. После его смерти вдова Анхесенамон вступила в брак с Эйе, своим дедом по материнской линии. Об этом союзе свидетельствует кольцо-печатка с их именами. Этот брак позволил Эйе, не имевшему царской крови, легитимно унаследовать трон. Анхесенамон бесследно исчезает из хроник вскоре после свадьбы, что позволяет предположить, что ее убили по приказу нового фараона. Вскоре после смерти Тутанхамона и незадолго до собственного исчезновения Анхесенамон совершила отчаянный шаг, отправив одно из самых поразительных посланий в истории древнего мира. Это письмо, датированное концом XVIII династии, было найдено в архивах столицы Хеттского царства – Хаттусы. Документ был адресован могущественному царю хеттов Суппилулиуме I, чья империя набирала силу и представляла угрозу для Египта. В нем говорилось: «Мой муж умер, а сына у меня нет. Но о тебе говорят, что у тебя много сыновей. Если ты дашь мне одного из своих сыновей, он станет моим мужем. Я никогда не возьму в мужья одного из моих подданных. Мне страшно». Хеттский царь, заподозрив ловушку, отправил в Египет гонца. Тот привез второе, еще более отчаянное письмо. «Зачем ты так со мной поступил? Если бы у меня был сын,
Разве стала бы я писать о своем позоре и о позоре своей страны чужому владыке? Ты мне не поверил и даже так сказал. Мой муж умер, сына у меня нет. Неужели я возьму себе в мужья кого-то из слуг? Я никому не писала, кроме тебя. Отдай мне одного из твоих сыновей, и он будет мне мужем и фараоном Египта». Убедившись, Суппилулиума согласился и отправил в Египет своего сына, принца Цаннанзу. Однако принц был убит на подступах к египетской границе. Это убийство, в котором большинство историков обвинят Эя или Хоремхеба, спровоцировало войну между Египтом и хеттами, закончившуюся поражением египтян. Загадка смерти Тутанхамона стала предметом многолетнего научного расследования. Рентген 1968 года. Первое серьезное исследование мумии выявило осколок кости в черепе и признаки кровоизлияния. Это породило версию об убийстве, преднамеренном ударе по голове. Главными подозреваемыми стали Эя и Хоремхеб, которые и унаследовали трон. Компьютерная томография 2005 года. Этот масштабный проект, инициированный египетскими властями, опроверг теорию об убийстве. Ученые установили, что осколок кости сместился в процессе бальзамирования, когда череп заливали смолой. Темное пятно на затылке, принятое за гематому, оказалось следом от стержня, которым поддерживали голову мумии при фотографировании в 1920-х годах. Генетическая экспертиза 2010 года. Самый масштабный проект по изучению царских мумий, проведенный под руководством Захи Хаваса, дал революционные результаты. Анализ ДНК подтвердил, что Тутанхамон был сыном Эхнатона, а его матерью была сестра Эхнатона, Аникия. Это открытие свидетельствовало о частых инцестуальных браках в династии. Компьютерная томография и генетические исследования позволили составить медицинский портрет Тутанхамона. Выяснилось, что юный фараон отнюдь не был здоровым правителем. Тутанхамон страдал от целого букета болезней, вызванных инцестом. У него была волчья пасть, косолапость, некоторые кости стопы были подвержены некрозу, и он мог передвигаться только с тростью. В гробнице было найдено 130 тростей. Ключевой находкой стал открытый перелом левой голени чуть выше колена, полученный за несколько дней до смерти. В рану попала инфекция, вызвавшая тяжелую форму гангрены. В организме фараона были обнаружены следы возбудителя малярии, что свидетельствует о повторяющихся и тяжелых приступах этой болезни. Смерть Тутанхамона, скорее всего, была вызвана стремительным развитием инфекции на фоне ослабленного иммунитета, подорванного генетическими заболеваниями и малярией. Перелом ноги, вероятно, стал той самой точкой невозврата. Версия о несчастном случае на охоте выглядит наиболее правдоподобной, хотя нельзя исключать и падение с колесницы. Тутанхамон, при жизни бывший марионеткой в руках могущественных сановников и пытавшийся восстановить порядок там в стране после религиозного кризиса, обрел бессмертие благодаря случайности. Его гробница, чудом избежавшая разграбления, стала величайшим археологическим открытием, последним великим сокровищем Древнего Египта. Его наследие двойственно. С одной стороны, это символ абсолютной власти и богатства, воплощенный в золоте его саркофага. С другой, это трагическая история хрупкого больного юноши, ставшего заложником своего происхождения и обстоятельств. Изучение его жизни и смерти – это не просто детективное расследование, это напоминание о том, что за блеском артефактов всегда скрывается сложная и подчас трагическая человеческая судьба. Благодаря современной науке нам, наконец, удалось отодвинуть в сторону ослепительную золотую маску и увидеть лицо настоящего Тутанхамона.